Всем привет! Вы на моем канале Кэтрин Color Art. Сегодня мы будем рисовать в технике суми-э. Это древняя японская техника рисования. И традиционно в Японии использовалась тушь. А позже начали появляться минеральные краски для создания цветных работ. В этом видеоуроке я буду рисовать монохромную картину без применения цветных красок, а только использовать чистую черную тушь. Суми-э пишется без каких-либо набросков. Отличительной чертой суми-э от обычной современной европейской живописи является то, что суми-э выполняется в наивысшей степени концентрации сознания. То есть художник должен сначала максимально сконцентрировать свое внимание, свое представление о том, какая будет будущая работа, затем только приниматься за рисование. Сегодня нам понадобится несколько кисточек для работы. Это плоская синтетическая кисть. У меня это Vista Artista 16 размера, а также маленькая кисточка для прописывания мелких деталей с острым кончиком. Моя фирма Амстердам, размер 4. Если честно, я чисто интуитивно взяла плоскую кисть для исполнения бамбука. Я подумала, если взять краску на краешке кисти с одной и с другой стороны, то получится эффект объема у ствола бамбука. В суми-э приветствуется смелость и решительность в движениях. Если получатся какие-то шероховатости, какие-то интересные не закрашенные участки, это наоборот хорошо. Это создает такую живость и придает оригинальность работе. Итак, берем на кисть с одной и с другой стороны насыщенную краску. Подразумеваем, что мы продумали до этого композицию, где и как будут расположены веточки бамбука. Создаем узловатые соединения на ветках. Можно сейчас наметить сегменты бамбука, места их соединения. Я попробовала сделать это плоской кистью, но мне не очень понравилось. Это было как-то неудобно, поэтому я взяла тоненькую кисточку и легким движением руки делаю мазок кистью. Той же кисточкой прописываем ветки нашего бамбука. Смелым свободным движением проводим кистью по бумаге. Стараемся, чтобы толщина веточки была естественная, от утолщения у самого основания роста к тоненьким кончикам, откуда будут расти листья. Этой же кисточкой попробуем нарисовать листья. Берем для этого не сильно концентрированную краску, разбавленную водой, потому что эти листья будут располагаться на бамбуке вдалеке. Повторяем это же с другой веточкой. Делаем тоненькие изящные ответвления. И быстрым решительным движением пишем листья. Я решила сделать стыки более отчетливыми. А теперь приступим к изображению веточки, на которой будет сидеть птица. Эта ветка будет наиболее яркая. Пигмент максимально насыщенный. Берем тушь не разбавленную. Листья пишем яркие, насыщенные.
максимально темные. У меня не всегда получается нарисовать листья одним движением, но вы старайтесь сделать это именно так, чтобы за один взмах кисти получился листок. Дописываем веточки дополнительные. Как говорил великий японский поэт средневековья Басё, учитесь рисовать сосну у сосны, а бамбук у бамбука, поэтому не стесняемся использовать натуру в виде фотографий или каких-то других примеров нашего бамбука, чтобы изображать его максимально точно и естественно. Добавим ряд еще более сочных листьев. Как я говорила ранее, живопись Суми-э воплощает в себе темы природы, выражает красоту и загадочность нашего окружающего мира. Но тем не менее эти картины передают не только красоту природы, но а также внутренний мир, состояние души художника. Наша задача как творцов не нарушить гармонию этой величественной природы. И во время процесса рисования стараться максимально слиться с ней воедино, что перекликается с древнекитайским учением Дао, где говорится о единстве человека с космосом и мирозданием в целом. Сейчас я представляю, где будет сидеть птица. Максимально концентрируюсь на образе. Сидящей на веточке можно изобразить абсолютно любую птицу. Ну, не ворону, конечно, она не удержится, она такой тоненькой. Но любую маленькую птичку можно. В качестве примера для точного исполнения анатомического строения птицы можно использовать фотографии из интернета или из книг. Я начала птицу с самых темных участков. Беру максимально концентрированную тушь и тонким кончиком кисти прорисовываю контуры. Для крылышка птицы я использую разбавленную тушь. Сейчас тоненьким кончиком кисточки я намечаю головку птицы. Так как я довольно давно увлекаюсь этим видом живописи, я изучала статьи по этому виду рисования, и однажды мне попались такие слова, которые заставили задуматься. В одном информационном источнике было написано, что художник перед тем, как начать писать картину, сначала должен был обдумать сюжет досконально, также размышлять о возможных деталях и в момент наивысшей готовности начать писать. Именно не просто в наивысшей готовности, а в состоянии отрешенности. И кисть в такие моменты у него двигалась словно по своей воле. И исследователь Дайсетсу Садзуки писал об этом так. Вам кажется, что кисть движется сама по себе, помимо воли художника, которая лишь не мешает ей двигаться. Если какая-либо мысль или намерение возникнут между кистью и бумагой, то весь эффект пропадет. И тут же я задумалась о том, что это высказывание применимо вообще ко всем сферам жизни. Иногда стоит отпустить ситуацию и начать действовать какого-то высшего сознания, не прибегая к излишнему усердию и не включая лишний раз
ум, потому что он порой мешает воплотить идею в жизнь. Давайте напишем выразительный глаз птицы. Сначала я беру не очень концентрированную краску и намечаю контуры. Делаю грудку птицы и голову более насыщенными, черными. Помним, что чем ближе объект, тем он контрастнее для зрителя. И что хорошо сочетается в туши, как и в акварели, как я уже поняла по опыту, так это жесткие, яркие, сочные мазки с прозрачной, нежной краской, той же самой. То есть берем ее и разбавленную, и яркую, и сочетаем это в одном объекте, и смотрится очень эффектно. Где-то можно слегка наметить присутствие перышек. Не выписываем их, а просто намекаем, что они есть. Теперь довольно концентрированной тушью напишем лапки птицы. Пишем их максимально просто, минималистично, без излишеств. И японцы довольно минималистичные по натуре. Они склонны к самоограничению, как и в дизайне интерьеров, так и в оформлении садовых участков, а также и в живописи. Исполнение хвостика напоминает изображение листа, только в другом направлении, и также смелым, решительным движением кисточки. Немного добавим полутонов. Как последний штрих я добавляю выразительный взгляд птицы. Кому интересна техника живописи тушью, ранее я выкладывала на свой канал видео, где пишу японский лес с помощью туши. Ссылка будет в верхнем правом углу экрана.
Мы закончили нашу работу. Надеюсь, у вас получилось. Если нет, то можете потренироваться. Я уверена, что у вас получится даже лучше, чем у меня. Я буду благодарна любым знаком внимания от вас, мои дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам всего доброго и до новых встреч!